Всем привет, друзья! Рядом со мной сидит Маг, и я сейчас задам ему парочку вопросов. Привет, Маг, как твое настроение, как тебе турнир? Все отлично, турнир супер. Ну, еще бы, я думаю, что многие думали, что вы займете почетное 4 место, но вы удивили всех вчера в своей игре, переиграл Квантик. Как ты думаешь, Квантик были не готовы, или это чисто ваше достижение, что вы нашли пути одержать победу? Ну, отчасти могу сказать, то, что это и наше достижение, и Квантик все-таки не в полном составе. Видно по игре то, что не так играют ребята, как в онлайне играли фулл составом своим. Вот Вилат задавал вопрос, сколько у тебя было в школе по геометрии. Связано в первую очередь с вчерашней твоей игрой на ВР, ты очень сильно пропирался и вязал, наверное, то, что невозможно привязать просто где-то в пабе. Вот что это было такое, как ты можешь это прокомментировать? Ну, могу прокомментировать только так. Доля удачи, а в целом сам по себе герой такой. В Dota 2 тут Шейкл не совсем понятно, как работает просто. По геометрии, конечно, я уже так тоже не вспомню, какая оценка была. Ну, вообще по всем точным наукам были на самом деле хорошие оценки. Может, как-то влияет, не знаю. А, Забегая наперед, совсем скоро вы сыграете против Virtus.pro, которые раскатали вас в вашем дебютном матче на лон-финал с счетом 2:0. Я сегодня парой слов перебросился с твоими тиммейтами, они сказали, что в целом команда больше готова, чем на тот матч. Как считаешь ты сам, вот так ли это и что изменилось после того поражения? Могу сказать так, мы вообще с Virtus.pro очень много играли в последнее время на всяких онлайн-турнирах. И мы и в прошлый раз были готовы, просто отыграли хреново. Сейчас, понятное дело, мы уже чуть подсобрались, если брать даже вчерашние игры против Quantic. Но я думаю, мы готовы, а там уже посмотрим, как пойдет. Пару слов о твоей команде и об атмосфере в коллективе. Я думаю, что твоим звездным временем был тот период, когда был проект Даррер, да. Ну, то есть я не говорю, это не камень в огород теперешней команды, я говорю про скиллы достижения, да. Вы поехали на International, у вас там были, насколько я знаю, неплохие более-менее зарплаты. Ты играл в команде с более, так скажем, титулованными игроками. Сейчас у тебя хороший коллектив, но в большинстве случаев вы так скажем, являетесь темной лошадкой против каких-нибудь команд вроде Альянс. Вот, собственно, о команде, атмосфера в команде. И как ты думаешь, что вам мешает выбиться в общепризнанные гранды? Так, начнем с команды, да. Но в целом у нас всегда, вот все время, сколько мы играем вместе, у нас атмосфера хорошая, ссоримся редко. То есть работа здесь в команде достаточно проще, чем если даже сравнить, как было в Даррер. Как минимум из-за того, что люди больше прислушиваются к друг другу, то есть как-то намного проще найти понимание в той или иной ситуации. В целом, что нам мешает? Нам мешает, ну, наверное, только время. То есть, конечно, мы уже играем достаточно долго. Ну как, с Треским сравнивать, опять же, даже еще полгода, в принципе, мы вместе не играем. Если мы будем дальше продолжать играть, я думаю, у нас все получится. Бывают ли такие моменты, когда вера теряется и вот кажется, что в коллективе что-то не так? Либо вы очень сплочены и знаете, что дойдете до конца, но для этого нужно время? Ну, я думаю, такие моменты у всех, то есть бывали, когда вот такая серия неудач, ты уже думаешь, что ну блин, просто задолбало. Но даже взять в данный момент, вот у нас буквально 1,5 недели назад мы между собой там так обсудили, то, что время-то у нас осталось не так-то много, даже взять International. После International наши пути могут и разойтись. То есть если сейчас какого-то прогресса не будет, потом просто, знаешь, начнут переманивать в другие команды, и все вот так поразбегаются. И вот мы после того, как раз все это обсудили, появился такой момент какой-то, вот, я не знаю, буквально за неделю очень-очень сильно поднялись. Окей, я понял. Хочу узнать теперь вот ответ на такой вопрос. Лично мое наблюдение заключается в том, что ты играешь, ну, скажем, твой перформанс, да, твое исполнение, оно варьируется. То ты незаметен в команде, ну, то есть не проваливаешь игру, но просто незаметен, просто скрытно, так скажем, выполняешь свою роль, то ты именно блещешь. Вот в моменты, когда ты блещешь, удача приходит сама, или ты просто встаешь, скажем так, с нужной ноги, и именно в эти дни все восторгаются магом? Не знаю, как объяснить, могу сказать одно, только что, допустим, если взять наши игры против Virtus.pro, я сам как бы недоволен, понятное дело, просто не отыграл. Вчера уже я понимал то, что игры, понятное дело, там, или мы проигрываем, и
4 место, как, в принципе, и все ожидали, или можем удивить. То есть я уже, ну, я думаю, все тоже подсобрались, это было заметно. В целом, могу сказать одно еще. В последнее время чуть тяжелее играть, диапазон героев расширился. Отчасти из-за того, что мы очень много экспериментируем в пиках, там, в линиях. То есть если раньше Жакал постоянно на триплу ходил, сейчас я очень часто хожу. То есть, ну, так вот получается. Вопрос о квалификации на International. До квалификации как вы оценивали свои шансы и что, по-твоему, пошло не так по итогу? К International, я так могу сказать, мы на самом деле месяц, вот если брать до этих квалификаций, просто пропинали. Ну да, можно и так сказать. Буткемп, конечно, у нас был непосредственно перед самой квалификацией. В Минске мы играли все вместе. И, ну и саму квалификацию эту оттуда играли. Но этого было просто недостаточно. Окей, понятно. Сильно ли вы расстроились, либо вы приблизительно понимали, что вряд ли получится нахалявить? Ну, лично я могу сказать одно, то что мы все равно еще не готовы к International. То есть если брать в общем все команды, которые там сейчас участвуют, то есть у нас шансов было бы немного. Возможно, на следующий уже год, да. Но на этот год мы не были готовы. Окей, предельно понятно. Ну вот, наверное, буду перебираться чуть дальше вот к вопросам. Ага, насчет International вспомнил вопросик. Как ты можешь прокомментировать тот момент, что вот когда вы играли International, собственно, ребята, которые хостили отборочные GD-студия, подбивали некоторые статы, и у тебя официальный, легендарный, ну ты знаешь, о чем речь, статс на Bounty Hunter 8%. Вот что ты можешь сказать на этот счет? Ну, так получилось. Если помните, была такая команда после второго International Eclipse, там, где играл с артстайлом. Мы там за месяц проиграли, наверное, из игр 20-16. Ну и вот там я почти просто по КД играл только на Bounty Hunter. Вот оттуда и взялась такая статистика. Знаешь, извини, конечно, за то, что я немного улыбаюсь. Я просто, говоря о тебе и Bounty Hunter, я моментально вспоминаю Фаника, который травит постоянно душещипательные истории со словами. Вот буквально, ты знаешь, там, да вот возьмем Андрюшу, дадим ему Bounty Hunter, топорик, и он пойдет уровень показывать. Ну, то есть это такая своя атмосфера, ладно. Кстати, о Фанике, раз я затронул эту тему, вот Фаник достаточно сильно вырос, и, скажем так, всегда он был где-то вот рядом с тобой во многих командах. Как ты думаешь, как получилось так, что играли вы вместе, побеждали и проигрывали вместе, но вот Фаник умудрился так, скажем, подскочить? Не, ну он молодец. Отчасти могу сказать только то, что мне все-таки чуть меньше повезло, чем ему, даже взять после Интернешнала. То есть он сразу там с Габлаком у них в Empire очень-очень сильный состав образовался. А я не мог как бы найти команду. С тем же Арстайлом что-то пытались, потом он подзабил, и там долгий период просто не было с кем играть вообще, потому что уже все составы были укомплектованы. Хорошо, ну, наверное, все. Будем подводить черту. Я пожелаю тебе удачи в сегодняшнем матче. Попрошу передать привет и после контрольного вопроса. а, Как ты думаешь, почему это интервью получилось длинным, а прошлое коротким? Ну, в прошлый раз я с Бадуна был, возможно, поэтому. Хорошо, привет и пожелания, и, конечно же, удачи тебе. Хочу передать привет всем моим друзьям, нашим спонсорам IC Cup, менеджеру, конечно, нашему. Хочу еще предложить, точнее так, вспомнить про нашу новую платформу по Dota 2. Играйте, ребята. Там, я думаю, в ближайшее время будет много всяких интересных сюрпризов и так далее. В целом, все. Все, спасибо большое, удачи.